Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в видео из этой рубрики я рассказываю о развитии нашего канала, о том, сколько подписчиков и просмотров мы набираем за определенный период времени и самое главное, сколько же платит YouTube нам за просмотры. Прошлое такое видео выходило со статистикой за лето. И вот, собрав и проанализировав все данные, в этот раз мы расскажем, каких результатов добились за осень, то есть за период с 1 сентября по 30 ноября. Сразу скажу, некоторые показатели выросли в 2, а то и в 3 раза, если сравнивать с летним периодом. Но причина этому не только наша усердная работа, но и, так сказать, сезонность, от которой очень сильно зависит рост нашего канала. Но давайте обо всем по порядку. Итак, поехали! Мы ведем канал уже почти 1,5 года. Из канала, который за первых 5 месяцев с трудом набрал 1000 подписчиков, ведь мы не покупали рекламу и даже не рассказывали о его существовании никому из знакомых, он превратился в уже отличную платформу для всех, кто интересуется лотереей Green Card и иммиграцией в США в целом. Да, у нас все еще не сотни тысяч подписчиков, но это лишь потому, что тематика канала очень специфическая и быстро набирать аудиторию и просмотры, увы, не получится никаким образом. Но тем не менее, канал растет и развивается, и с каждым месяцем радует нас результатами еще больше. И все это благодаря вам. Ну и нам, конечно же. Когда мы создавали канал, как вы наверняка знаете, планировали максимум через год переехать в США и добавить немного развлекательного и полезного контента прямиком из США. У нас есть огромное количество тем и идей, которые мы хотели реализовать, тем самым ускорив развитие канала. Ведь контент из США практически независимо от того, что снимать, все равно бы смотрели. А если делать это качественно и профессионально, как мы умеем, результаты превзошли бы все ожидания. По крайней мере, нам так кажется. Но судьба, а скорее Госдеп США и лживые демократы распорядились иначе, и спустя 1,5 года мы все еще находимся в процессе ожидания своих иммиграционных виз в США. А собеседование на туристическую визу нам постоянно отменяют, тем самым полностью лишая возможности снимать видео из США. Мы, конечно, не отчаиваемся и продолжаем вести канал в текущих условиях, развивая его в правильном направлении. Но вот серьезно, не думаю, что есть много каналов, где вы кроме исчерпывающей информации и шикарных видео инструкций по любому вопросу касательно лотереи Green Card, найдете еще и самые актуальные новости, информацию по судебным искам и самое главное, все это без воды и лишней информации, которая растягивала бы время просмотра в десятки раз. И все это приносит свои плоды. Мы гордимся нашим каналом. Ну а теперь давайте перейдем к цифрам. Итак, за осень мы загрузили целых 54 видео. Получается в среднем по 4 ролика в неделю. Делать такое большое количество материала невероятно сложно. Особенно с учетом того, что на подготовку некоторых видео может уйти несколько дней, а то и больше. Подробные видеоинструкции, разборы судебных ордеров, поиски ответов на важные вопросы, в которых порой путаются даже представители посольства США. Все это занимает очень много времени, больше, чем вы можете себе представить. Но мы знали, что поработав так много, получим хороший результат. К тому же зимой количество выпускаемых видео будет значительно меньше, а значит до весны, когда снова будем максимально активны, сможем немного отдохнуть. За осень общее количество просмотров практически дошло до отметки в 500 000, и если быть точными, то наши видео посмотрели целых 466 405 раз. Для нас это невероятная цифра, ведь за аналогичный трехмесячный период летом набежало 192 000 просмотров, а весной, когда канал ввиду своей сезонности по лотерее Green Card тоже был на пике активности, мы набрали 321 000 просмотров. И забегая вперед, могу предположить, что этой зимой мы едва ли наберем 200 000 просмотров, а вот весной, я надеюсь, мы повторим и даже превзойдем результаты этой осени. Кстати, еще один момент на эту тему. 3 ноября общее количество просмотров на канале перешагнуло отметку в 1 000 000 просмотров. На это у нас ушло 16 месяцев. Для канала-миллионников это очень смешные цифры, я знаю. Но для канала, на котором едва ли больше 10-15 тысяч подписчиков, это отличное достижение. Так что спасибо всем вам. Ну и вдобавок, этой осенью перешли еще несколько важных отметок. 11 сентября канал перевалил за 10 000 подписчиков, а 29 октября была заработана первая $1000 на просмотрах. И это только начало. Количество новых подписчиков за осень тоже приятно порадовало, и на нас подписалось 5200 новых человек. А вот если бы подписывались, ставили лайки и писали комментарии все зрители, которые действительно заинтересовались каналом, цифры были бы значительно выше. Но по статистике лишь 40% наших зрителей подписаны на канал. Остальные, кроме просмотров, почти не проявляют активности, тем самым практически ничем не помогая в развитии нашего канала. Алгоритмам YouTube важна любая активность, чтобы система могла понимать, продвигать наш канал или нет.
Так что если вы еще не подписаны, не ставите лайки под каждым полезным видео и не пишите комментарии, думаю, самое время начинать. Это очень важно. Самыми популярными видео на канале за осень, конечно же, стали видеоинструкция по заполнению анкеты на участие в лотерее и видеоинструкция на тему фотографий для участия. Причем оба этих видео стали еще и самыми популярными видео на канале за все время. Инструкция по заполнению анкеты на участие перешагнула отметку в 50 тысяч просмотров, набрав 57 764 просмотра, а видеоинструкции по фотографии не хватило всего 134 просмотра до кругленько, сумму в 50 тысяч. Причем результаты по видео инструкции заполнения анкеты на участие могли быть гораздо лучше. Дело в том, что эту инструкцию мы загружали на канал 3 раза. Первых 2 раза мы принимали решение ее удалить, прислушиваясь к вашим комментариям, и дополняли информацией, а некоторые пункты разъясняли более подробно. Тем самым мы потеряли уже немалое количество существующих на видео просмотров, но что самое важное, потеряли тот скачок активности, который мог продвигать это видео на канал еще лучше. Но качество и полнота информации для нас прежде всего, иногда для этого приходится идти на жертвы. Ну а теперь про самое интересное, про монетизацию. Как вы могли заметить, на нашем канале мы пока не рекламируем никакие товары, услуги, курсы, языковые школы и все остальное. Нам уже поступало несколько небольших предложений, но мы пока отказываемся, потому что хотим продвигать только то, что нам самим будет интересно. Так что пока весь доход с YouTube исключительно монетизация просмотров, которую нам платят за встроенную самим YouTube рекламу. И за осень получилась довольно неплохая сумма, если сравнивать с предыдущими показателями, а именно $657.21. И давайте разберем этот момент подробнее. Конечно, с учетом затраченного времени и сил на канал это сущие копейки, и даже частично не покрывают расходы сил и времени, которые мы могли бы направить, например, на графический дизайн, который мы зарабатываем на жизнь. Но ведем канал мы, так сказать, на перспективу, и надеюсь, уже в следующем году проект начнет хотя бы понемногу себя оправдывать. Ведь даже по самым скромным подсчетам, общее время, затраченное на ведение канала за осень, составляет более 400 рабочих часов. Именно рабочих, когда занимаешься проектом, будь то сценарий, тренировка текста, поиск информации, монтаж, субтитры и все остальное, а не чай с печеньками втыкая в экран. Сколько там в стандартной рабочей неделе часов? И это всего лишь за 3 месяца. Вот и считайте. Да, проектом занимаемся мы вдвоем, распределив обязанности, но тем не менее, это очень много. Не каждый просмотр оплачивается одинаково, и даже не каждый просмотр монетизирован. Если у вас включены блокировщики рекламы, или вы не досматриваете видео до рекламы и до конца, все это учитывается, и в итоге лишь треть просмотров на нашем канале монетизируется. Этому способствует и то, что из-за политики YouTube в некоторых странах реклама отключена совсем, и просмотры оттуда не стоят ничего. Таких просмотров у нас на канале почти 30%. И вот добавить к этим 30% еще и тех, кто видео не досматривает до конца, а вас очень много, так и получается, что наш доход в 3 раза меньше возможного. Кроме того, как я и сказала, разница в оплате просмотров зависит от страны, откуда вы нас смотрите. Если за просмотры из США YouTube платит почти $10 за 1000, то если говорить про Украину, Россию или Беларусь, то цена будет на уровне $1-2. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Армения и ряд других стран не монетизируются и вовсе. Это довольно печально, но таковы реалии. Думаю, это вся важная и интересная информация, которой стоило поделиться в этом видео. Зимой, благодаря меньшей загруженности новостями и важными периодами по лотерее Green Card, мы немного отдохнем, доделаем субтитры и в более старых видео, обновим и качественно улучшим описание под каждым видео и, возможно, запустим несколько новых рубрик. Обязательно напишите в комментариях, если досмотрели это видео до конца. Ну а на сегодня все, друзья. Я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США и максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.